Привет, меня зовут Марина, и это «Поехали в Корею», и да, мы в Корее. Сегодня я расскажу, точнее посоветую, что стоит взять с собой в Корею, если вы едете как турист, либо на долгий срок. Кроме самого основного, типа как документов, страховки, адреса вашего проживания на английском или корейском, он вам нужен будет в самолете очень. Конечно, денег, немножко наличных и карточки, билет туда-обратно. Если нет обратного, не страшно в случае, если, допустим, у вас уже есть виза. Если у вас нету визы, вы как едете как турист, то нужен обратный билет, иначе вас могут не пустить. Также есть вещи, которые нам с вами уже привычны и необходимы в обиходе. Например, постельное белье. Как бы странно ни звучало, но корейцы не используют постельное белье. Или используют то, что для нас даже несопоставимо с простынкой. Оно жесткое, не совсем приятно на ощупь. И спать лучше здесь полностью в одежде тогда. Поэтому вам понадобится 2 комплекта постельного белья. Полуторного размера хватит. А одеяло и подушку, если что, вы сможете купить в Корее. Например, в группе «Поехали в Корею» ВКонтакте есть тема шопинг, и там я посоветовала Times Square Mall. В нем на 3-м этаже есть большой, бюджетный и очень качественный магазин с подушками, одеялами, пледами, коврами, дынь-дынь-дынь. Также вам понадобится лекарства. Возьмите с собой полугодовой запас всех необходимых вам лекарств. Дело в том, что в Корее они могут называться по-другому, отсутствовать или продаваться только по рецепту врача. В любом случае, в первое время вам будет немножко сложно пользоваться местными аптеками, непривычно. Так вот, ваш минимальный запас должен включать что-то от простуды. Это раз. Берите лекарства от кашля, боли в горле, соплей, заложенности носа. Хорошо взять разные жаропонижающие, антигриппины и что-нибудь в таком духе. Второе, возьмите что-нибудь от головной боли. Именно от головной боли, чтобы тут у вас не было. В-третьих, не забывайте взять что-нибудь от диареи, поноса, запора, дынь-дынь-дынь. Потому что тоже, извините, привыкнуть к корейской пище и к такому количеству риса еще животику надо время. Также я советую взять что-нибудь для борьбы с произвольными болями в разных местах по разным причинам. Меня в этом случае, в принципе, спасает Немесил. Я его принимаю как от головной боли, так и от других разных болей, также определенных дней, когда первый день очень больно. Вот, он спасает. А если вас укачивают в самолетах, автобусах, вдруг метро, то возьмите что-нибудь и от этого. Это было по поводу лекарств. Теперь поговорим по поводу одежды. Конечно, все везти не надо. Вы сможете купить на месте некоторую одежду в стиле этой страны, либо вашего института. Но, например, если вы высокий или крупногабаритный человек, или, например, размер вашей ноги для девушек больше 39, а для мужчин больше где-то 43, то возьмите себе обувь, штаны, куртки, так как подобрать их здесь на вас будет сложно. Только, конечно, если вы не против носить джинсы, как бриджи. Ну а если вы фанат черного чая, то возьмите сей напиток. Так как в Корее черный чай редкость, он не по вкусу здесь многим. На самый крайняк вы, конечно, сможете найти его в русском районе. Правда, ценник там будет далеко не российский. И напоследок я бы хотела посоветовать для девушек взять как можно больше средств личной гигиены, особенно прокладки. Так как в Корее преобладают корейские местные бренды определенного размера, другой текстуры, фактуры. И ночью вы очень пожалеете, и днем вы в светлых штанишках. И, к сожалению, такие, допустим, прокладки, как Always, отсутствуют. Так что, девчата, также полугодовой годовой запас на всю поездку. Спасибо за просмотр, я надеюсь, тебе было полезно это видео. Если да, то, пожалуйста, подписывайся на мой канал, и также можешь оценить недавнее видео о том, как я вернулась в Корею.